Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебный мир музыки, и мы продолжаем знакомиться с его чудесными обитателями. Герой 9-го выпуска программки Карло Вистали. La spede del gioire fondate sul martire, bellezza e cortesia non stanno in compagnia. So ben dir con mio danno che l'amor insieme vanno. Fi vuol pianti a diluvio, per spegnere subito un cuore innamorato d'un spirito infiammato, crea che si giunga in porto, si dice, oimè, son morto. Карло родился 13 августа 1987 года в городе Луго, Италия. Он с детства учился играть на классической гитаре и фортепиано. Карло открывал для себя классическую музыку благодаря гитаре, а также серии просветительских записей из тех, что можно было найти в газетных киосках. Родители приносили маленькому Карло новые выпуски каждую неделю. Поначалу Карло больше интересовался инструментальной музыкой, но потом увлекся и пением. Начал заниматься со своим первым педагогом Фабрицио Фоккини. Карло поступил в Болонский университет на факультет, который емко называется «Культурное наследие». Там Карло изучал музыковедение. Вокалом же он занимался частным образом с известным тенором Уильямом Матеуцци, признанным мастером бельканто. Поначалу Карло тоже пел тенором, но вскоре обнаружил, что лучше ему контртенором. Кстати, несмотря на огромное количество репертуарного исторического наследия, в современной Италии контртеноров весьма немного. Карло учился петь в исконной итальянской технике, а затем изучал особенности барочного репертуара уже в консерватории Джероламо Фрескобальди в Ферраре, где его обучала известная контральто Соня Прина. Карло дебютировал на оперной сцене в роли колдуньи в опере Дидона и Эней Генри Пёрселла в 2012 году. Также в 2012 и 2013 Карло активно заявлял о себе на всевозможных вокальных конкурсах. Среди прочего, он стал финалистом конкурса Пьетро Антонио Чести в Инсбруке, а также получил первый приз на конкурсе имени Ренаты Тебальди в Сан-Марино. В 2015 году Карло прошел отбор в Академию молодых певцов «Сад голосов» под руководством Уильяма Кристи. Карло с детства был поклонником этого легендарного дирижера, а тут довелось вместе поработать, объехать с концертами весь мир, включая Россию, а также встретить среди коллег новых друзей, с которыми надолго сохранятся творческие связи. Sordo i vostri incanti,
Персонаж, которого часто приходится петь альтам, это Оттон, как минимум в двух самых популярных операх «Коронации эпопеи Монтеверди» и «Агриппине Генделя». Карло тоже не избежал этой участи. У Генделя Оттон – единственный более-менее хороший парень среди претендентов на корону и Попею. Самого Оттона корона не интересует, ему нужна только Попея, которая в итоге ему и достается. Наследником же престола становится Нерон. Этого Оттона Карло пока сыграл только один раз, в Брисбене. Планировал еще в Ла Скала, но тут коронавирус. Опера Монтеверди написана раньше. Набор героев схожий, но сюжет другой. Попее надоел Оттон, ей нужна корона, и она уходит к Нерону. Оттону же достается роль отверженного любовника с довольно контрастными эмоциями. Он несчастный и отверженный, но Карло замечает, что то, как он использует чувство друзилы в своих целях, делает его не менее плохим парнем, чем более очевидные плохиши. Этого Оттона Карло впервые исполнил в 2014, а в 2017 отправился с ним в целый тур по Европе и Америке с полусценической версией. Дирижировал сэр Джон Эллиот Гардинер, что особенно символично, потому что именно в его записи Карло впервые услышал эту оперу, когда ему было лет 14. Хорошо, что Карло любит эту оперу и Оттона считает очень интересным. Через год он снова воплотил этого персонажа, но уже совсем иначе, на фестивале в Зальцбурге с Уильямом Кристи. Карло даже включил 2 сцены Оттона из «Коронации эпопеи» в свой сольный альбом, потому что хотел показать их без сокращений и в нестандартном варианте. Это в свой второй сольный альбом, и не просто так уточняю, что сольный, вообще записей с Карло довольно много. Так вот, первый сольный альбом был посвящен ариям, написанным для кастрата Николини. Помимо известных работ Генделя, туда вошли, например, арии из оперы Перголезе «Салюстия», премьеру которой кастрат Николини должен был спеть, но в последний момент не смог, потому что во время репетиций заболел и умер. И если первый альбом Карло был посвящен личности, то второй объединила уже общая тематика – разбитые сердца в Венеции XVII века. Кстати, это произведение Монтеверди Карло поначалу даже не хотел включать в свой альбом как слишком известное. Многие его уже пели и записывали. Но потом Карло обнаружил слегка другую версию и поработал над своим нестандартным вариантом.
XVII век, ранняя барокко, красивая и редко исполняемая музыка. И меня очень радует, что Каро с ней в хороших отношениях не только в записях, но и в постановках. Среди его ролей Перифой в Елене Ковале и Драсп в Эрисмене Ковале, человеческая слабость в опере «Возвращение Улисса на родину» Монтеверди, Улисс в опере «Притворная сумасшедшая» Франческо Сократи, а также Нина в комичной опере «Треспова опекун» Алессандро Страделло. Cavalieri, con armi e destrieri, venite pur qua. Venite pur qua. Trabada, trabada, trabada. Alla guerra si va. Alla guerra si va. Конечно, барокко Каро не ограничивается. Например, в его репертуаре есть Россини, к которому совершенно особое отношение, ведь Россини одно время жил в Луго, родном городе Каро. Также в репертуаре Каро есть современная музыка 20 и 21 века. Например, опера «Лживый свет очей моих» Сальваторе Шарино, «Любовь, что движет солнце» и другие звезды Адриано Гварньери, а также сочинения Арво Пярта и Леонардо Бернстайна. Первые лет 10-15 карьеры оперных певцов принято звать молодыми. Так вот, Каро певец молодой, но уже достаточно опытный. В его репертуаре много важных и сложных партий. Например, заглавная роль в Тамерлане Генделя, Полинез в Ариаданте Генделя. Это, кстати, у нас в Большом театре. Артабана в опере «Артаксеркс» Хассе. Руджера в опере «Неистовый Роланд» Вивальди. Ну а в «Юлии Цезаре» Генделя Каро доводилось исполнять партии и Толомео, и самого Цезаря. Каро любит искусство в широком смысле. Среди любимых художников называют Фрэнсиса Бэкона, Эль Греко и Микеланджело. А среди любимых композиторов, в том числе и Верди с Вагнером, ведь слушать и петь – это не одно и то же.
И вот Карла признается, что когда был слушателем, опера «Орфей» Глюка не была в числе его любимых. Но потом он сам оказался в роли Орфея и проникся его историей, да так, что с трудом сдерживал слезы в конце каждого представления. Немного об обидном. Карло планировал спеть заглавную партию в опере «Фарнак» Вивальди, что само по себе замечательно, а тут в составе была еще и Соня Прина, педагог Карло. Это было бы не первое, но однозначно прекрасное совместное появление, и тут случился коронавирус. Но Фарнака там все-таки показали, только состав изменился, и вместо Карло не просто другой певец, а вообще внезапно тенор. Что ж, зато недавно Карло Вистали спел на одной сцене с Чичилией Бартелли. До этого ему доводилось получать от Чичилии теплые отзывы в свой адрес. И, конечно же, очень хотелось спеть вместе. И вот мечта сбылась. На этом и я посылаю всем обнимашки и завершаю программку. В кадре была Кари, за кадром с вами также была Оля, режиссер монтажа и соавтор. Спасибо за внимание, до новых встреч! Пока-пока!